Всем привет, мои дорогие! Рад вас видеть. С вами снова Юрий Пузыревский, и мы начинаем наш очередной NLP эфир. Жду ваших комментариев. Сегодня у нас будет такой свободный эфир, на свободную тему будем общаться. Поотвечаю на ваши вопросы, которые у вас есть. Проверка звука, проверка картинки. Жду ваших комментариев. Напишите, из какого вы города, как у вас состояние, самочувствие, настроение. И будем начинать. Пишите свои вопросы, готов ответить на все вопросы, которые вы зададите, если я знаю на них ответ. И будем начинать. Жду ваших комментариев. Дайте еще обратную связь, как видно и как слышно. Дайте еще, пожалуйста, мне обратную связь, как видно и как слышно. Пока вы пишете, на одну секунду я отключусь. Никуда не уходите. Так, я снова с вами. Я заметил, что свет не включил. Так, приветствую, Юрий и все участники встречи. Приветствую из Оренбурга, приветствую. Надя, Нью-Йорк, все видно, слышно. Отлично, Надя, рад вас видеть и приветствовать. Отлично, здравствуйте все, хорошо со звуком, отлично, отлично. И жду ваших вопросов. Я уверен, они у вас есть. Здравствуйте, все хорошо со звуком, супер. Хорошо, мои дорогие, я жду ваших вопросов, чтобы наполнить наш эфир полезным контентом. А иначе, зачем тогда это все? Жду. Здравствуйте. Так, все хорошо, увидел. Отлично. Юрий, всем добрый вечер, Красноярск. Красноярску тоже привет. Хорошо, друзья, организационной информации немного. Мы продолжаем делать выпуски на нашем основном канале, который называется Юрий Пузыревский, NLP тренер. Пока раз в неделю будут выпуски. Также, как работает этот канал с прямыми трансляциями? Я здесь полностью опираюсь на вас. Чем больше вы пишете комментариев, чем больше вы задаете вопросов, тем больше вы будете получать ответы. Поэтому я заметил такую интересную вещь, что многие люди как будто бы не знают, что сказать, как будто бы не знают, что спросить. Но тем не менее. На этом канале мы будем регулярно выходить в четверг в 20:30, как сегодня. А также будут спонтанные прямые эфиры. Я запланировал ряд таких прямых эфиров, которые посвящены самооценке и уверенности в себе. В прошлый раз мы делали технику шестишаговый рефрейминг с внутренним критиком. Дайте, пожалуйста, обратную связь, если вы смотрели этот эфир. Привет из Германии, приветствую, отлично, вижу, что звук плюс, это хорошо. Ну что, мои дорогие, жду ваших вопросов, потому что эти прямые эфиры полностью зависят от того, насколько вы готовы задавать вопросы. Юрий, давайте про эмоции поговорим. Что именно? Ну вот есть у нас эмоции. Что такое эмоция? Эмоция — это реакция нашего организма. Обращаю внимание, организма. Очень важно понимать, что эмоции живут в теле. Живут в теле в основном. Не в голове, а в теле. Приветствую, Литва. Очень рад видеть всех. Не получается получить ответ от бессознательного. Задаю вопрос, а как получить ответ? Вот смотрите, спасибо вам за этот вопрос. Многие люди, когда
начинает заниматься саморазвитием, изучать всякие техники, практики, техники гипнотические, начинает понимать, что есть сознание, а есть бессознательное, они как будто... Вот смотрите, вы как будто ждете какой-то прям вот конкретный ответ, как будто внутри у вас заговорит какой-то голос и даст вам какой-то конкретный ответ. А что такое язык бессознательного? Язык бессознательного — это язык звуков, это язык ощущений, это язык картинок, да, это, можно сказать, такой метафорический язык, и мы уже даем какие-то определенные интерпретации тому, что нам наше бессознательное подбрасывает. Поэтому у вас и возникает такой вопрос, вы задаете вопрос внутрь себя, вглубь себя, и ждете, что вам кто-то ответит вот так, как Юрий Пузыревский, да, там, делай то, делай это. А бессознательное, оно немножко по-другому с нами разговаривает, да, если вот вы наблюдаете за своим бессознательным, то ответы, они приходят неявные, да, а они приходят, ну, в виде каких-то интерпретаций. Иногда это может быть в виде какого-то внутреннего диалога, иногда это может быть в виде картинки, иногда это может быть в виде просто какого-то звука, либо ощущения. И вам нужно просто постараться понаблюдать за этим. Понаблюдать за этим и, ну, скажем так, поизучать, как это работает именно у вас, потому что у каждого человека это работает, ну, каким-то особым образом. Я уверен, что вам ваше бессознательное дает ответы, но вы просто почему-то пока еще не замечаете. Надеюсь, ответил. Как управлять эмоциями? Вот смотрите, такой вообще большой и обширный вопрос. Давайте вернемся к самому определению. Что такое эмоция? Эмоция — это реакция нашего организма на какой-то раздражитель. Чаще всего внешний, но бывает иногда внутренний. Что мы имеем в виду под внутренним раздражителем? Это когда мы представляем себе какую-нибудь очень страшную картинку, допустим, либо какую-нибудь очень позитивную картинку. Вот представьте сейчас что-то суперпозитивное, что с вами случалось или еще случится. И вы, наверняка будете использовать эмоцию радость. Да? Или представьте что-нибудь ужасное. Поход к стоматологу, вот представьте. И если вы представите, как вы сидите в кресле стоматолога, то наверняка вы начнете сейчас в теле что-то испытывать. Страх, какую-то тревогу, может быть, ну и так далее. Да, это если вы боитесь стоматологов. Так вот, как же этими всеми вещами управлять? Управлять ими достаточно непросто. Все развитие эмоционального интеллекта начинается с того, что нам нужно дать название, именно словесное, цифровое, дигитальное, аналоговое название той реакции, которую мы получаем. Вот, допустим, если вы испытываете страх, как вы понимаете, что вы его испытываете? Страх обычно, эмоция страха, к примеру, обычно сопровождается либо неприятным ощущением внизу живота, либо в груди, да, соответствующее выражение лица, да, какое-то такое. Есть паттерн дыхания, дыхание может иногда замирать или наоборот учащаться, сердцебиение. И это все реакция на эмоцию страх. То же самое с эмоцией удивления. Вот такая эмоция, да? Чем она сопровождается? То же самое. Учащенное сердцебиение, определенное выражение лица, определенное внутреннее состояние. Так вот, чтобы начать
управлять эмоциями, их нужно научиться называть. Вот давайте прямо сейчас эксперимент. Пишите одним сообщением через запятую все эмоции, которые вы знаете. Все эмоции, которые вы знаете. И я вам могу сказать, что существует очень много эмоций там, в базовых учениях об эмоциях. Там 27 или 29 эмоций прописаны, чувства и эмоции. Но люди в большинстве своем, вот мы сейчас даже прямо сейчас в прямом эфире проверим, сколько эмоций знает каждый из вас. В среднем человек напишет 8-10 эмоций, и это уже будет хорошо. Так вот, прежде чем начать ими управлять, их нужно научиться называть. Даже сейчас попробуйте написать ту эмоцию, которую вы сейчас испытываете. Вот прямо сейчас. После того, как вы напишете все эмоции, которые вы знаете, попробуйте написать эмоцию, которую вы сейчас испытываете. И это важно. Почему это важно? Потому что если мы эту эмоцию не можем никак назвать, то есть если мы у себя внутри не можем никаким образом дать какой-то идентификатор этой эмоции, то как же мы будем этим управлять? Если рассматривать эмоции как реакции на какие-то внешние раздражители, то получается вот какая история, которая заключается вот в чем. Что мы Вижу, пошли ответы. Ну вот пишите. Это вы сейчас написали ту, которую сейчас испытываете. А напишите вообще весь список. Эмоция спокойствия, хорошо. И теперь, когда вы написали ту эмоцию, которую вы сейчас испытываете, задайтесь вопросом, а как я понял, что я сейчас испытываю эту эмоцию? Если вы немного покопаетесь в себе, то вы поймете одну простую вещь, что есть какое-то определенное состояние, которое вы ощущаете, и вы этому состоянию дали какое-то определенное название. Вот с этого стоит начинать. Раздражительность. Не раздражительность, раздражение есть такая эмоция. Что дальше? Когда мы научились эмоции называть, когда мы научились эмоции идентифицировать в себе, внутри, мы можем перейти к следующему уровню. Следующий уровень называется использование эмоций. Что это значит? В теории эмоционального интеллекта нету плохих и хороших эмоций. Нету негативных и позитивных. Есть эмоции приятные, неприятные по ощущениям, и по уровню энергии энергия высокая и энергия низкая. И все эмоции можно, условно говоря, в такой шкале разместить. Апатия — это не эмоция, это состояние. Спасибо, что пишете. По внутренним ощущениям поняла, какую эмоцию испытываю. Вот очень круто, Надя, что вы написали по внутренним ощущениям. А как вы поняли, что у вас сейчас так? Спокойствие. А может быть, у вас эмоция печаль. Ведь смотрите, эмоция спокойствия и эмоция печаль, они очень похожи. Они по интенсивности состояния похожи, по уровню энергии. И по ощущениям тоже. Нельзя сказать, что печаль слишком неприятная, и нельзя сказать, что спокойствие слишком приятное. Поэтому вот у каждого из нас есть какой-то внутренний ориентир. И эмоцию мы можем называть, да, то есть у нас есть какая-то идентификация. С идентификацией разобрались. И дальше мы идем на уровень использования. Уровень использования заключается в том, что, я повторюсь, что у нас нету плохих, хороших, позитивных, негативных эмоций. У нас есть просто приятные, неприятные, уровень энергии высокая, низкая. Так вот,
под каждую эмоцию вы можете найти задачу. Что это значит? Ну, допустим, когда вы испытываете эмоцию, допустим, восторга, то в этом состоянии, когда вы испытываете восторг или радость, это две разные эмоции, что хорошо делать? Здесь, смотрите, ощущения какие? Приятные и уровень энергии высокий. И в этих эмоциях мы можем что-то создавать. Вот если вам нужно что-то создавать и придумывать, вам нужно дождаться. Вот как говорят всякие творческие люди, что вот муза должна прийти. На самом деле не муза, а определенное состояние нашего организма в целом. Да? То есть, когда мы испытываем радость или восторг, мы тогда очень креативны. Это всевозможные игры, это всевозможные, ну, то есть это что-то создавать, созидать. А вот, допустим, если мы возьмем и разберем эмоцию такую, как спокойствие, либо же печаль, эти две эмоции, они находятся уже, ну, скажем так, низкий уровень энергии, и спокойствие, она больше такая нейтральная, а печаль, она больше к неприятным ощущениям, да, но не сильно неприятная. Так вот, под эти эмоции, под этот класс эмоций, где уровень энергии низкий и ощущения неприятные, мы тоже можем подобрать задачу. Вот, допустим, когда мы в печали, это самая лучшая эмоция для проделывания рутинной работы. Вот если у вас есть какие-то рутинные дела, какие-то отчеты нужно писать, или просто выполнить какую-то монотонную работу, много одинаковых повторений, эмоция печаль больше всего для этого подойдет. А если разобрать эмоцию, допустим, гнев или злость, то здесь уровень энергии у нас высокий, гнев, злость, и ощущение неприятное, но уровень энергии высокий. И под эту эмоцию тоже можно подобрать какую-то деятельность. Например, позвонить кому-то, что-то потребовать. Да? Кто-то вам денег задолжал. Вот когда вы испытываете злость или гнев, можно на этой эмоцией прекрасно воспользоваться. Это второй уровень. Следующий уровень называется уже управление эмоциями. Управление эмоциями – это то, как мы можем перевести себя и переключить себя из одной эмоции в другую. И как мы можем это сделать? Способов на самом деле существует очень много. Ну, во-первых, способы, назову их механические. Скушать что-нибудь вкусненькое. Да? Ребенку, который плачет, испытывает эмоцию, допустим, неудовольствия, либо что он еще может испытывать, какую эмоцию, когда человек плачет. Может злость испытывать. Что ребенку дают? Ребенку дают конфетку, и он съедает эту конфетку, начинает чувствовать себя лучше. Это механический способ, да, с помощью химического вещества, в данном случае сахара и глюкозы, которая в нем содержится, у человека меняется состояние. Можно в целом что-то съесть, то, что вам нравится. Второй способ – это через физические упражнения. Да. Вы испытываете злость, пошли, грушу побоксировали, эмоция прошла, устали, может быть, где-то, чувствуете приятную усталость, но уже спокойно, уже спокойствие. Это второй момент. Ну и третий, самый важный момент – это использование наших умственных способностей. Ведь наверняка каждый из вас сейчас может включить любую эмоцию, используя какие-то ассоциации. У каждого из нас есть определенный набор, ну, скажем так, запечатлений и воспоминаний. Если вы сейчас начнете вспоминать какой-то приятный момент в вашей жизни, приятный, радостный, то если вы потратите должное количество времени на это, ну хотя бы минутки 2-3, даже банально, друзья,
Вспомните какой-нибудь вот последний прикол, последний анекдот. Вы уже начнете чувствовать себя лучше. Или обратная ситуация, если вы начинаете думать о чем-то не очень ресурсном, то вы, скорее всего, начинаете испытывать это же состояние. Вот, в принципе, и все. У нас не так много способов, чтобы эмоциями управлять. И что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект — это навык. Это вот как чтение книги, как вождение автомобиля, как, не знаю, плавание, как любой другой навык. Что нужно научиться для начала? Для начала нужно научиться идентифицировать эмоции, нужно научиться их называть. Вот, кстати, я вас просил написать. Ага, тут кто-то написал. Страх, радость, гнев, восторг, злость, интерес, негодование, раздражение, умиление, равнодушие, обида. Можно еще продолжить, но долго. Вот было бы хорошо, если бы вы продолжили. Спокойствие ближе к печали. Так. Сейчас отвечу на ваши вопросы. И вот смотрите, что нужно, повторюсь. Первое, научиться эти эмоции называть. То есть многие люди даже не знают, какую эмоцию они сейчас испытывают. Научились называть. Второй шаг, научитесь использовать. Под разное состояние подбирайте себе деятельность. Третий шаг, уже управление. Вы либо меняете это каким-то механическим способом, поеданием чего-то, попиванием чего-то, физическими упражнениями. Потому что упражнения физические, они тоже разные, да, бывают. Допустим, можно монотонно крутить крутить педали. А можно активно, там, не знаю, боксировать. Можно спокойно плавать в бассейне, а можно заниматься прыжками в воду. Это все разные физические активности. И к разным физическим активностям будут подтягиваться разные эмоции. Дальше. Ну и следующий уровень — это уровень владения вообще своим мыслительным процессом. Вот смотрите, вашими мыслями, кроме вас, никто не может управлять. И вы в каждый момент, в каждую секунду времени можете выбирать, о чем вам думать и как вам об этом думать. Поэтому вот работа со своими мыслями, и это, ну, такой тяжелый процесс. Это тренировка себя. Это как учить английский язык. Управлять эмоциями — это вот такой же навык, как и учить английский язык, к примеру. Так. Эмоции идут из потребности. Эмоции могут идти из потребности, но также эмоции очень сильно завязаны с нашими ценностями. Вот что мне ценно и что мне важно. Когда моя ценность защищена, условно говоря, то тогда я испытываю, там, допустим, спокойствие. Когда моя ценность в опасности, я испытываю страх. А ценности у каждого человека разные. Здесь нельзя свести что-то к какой-то единой формуле. Вот когда вы напишете на бумаге свои ценности, осознаете их, что для меня ценно и что для меня важно, то вы будете понимать, почему в той или иной ситуации вы испытываете ту или иную эмоцию. Надеюсь, ответил. А как прорабатываться дигиталу? Да точно так же. Не бывает, на мой взгляд, чистых дигиталов. Вы даже если вы дигитал, вы все равно, если у вас ведущая репрезентативная система дигитальная, у вас все равно вспомогательная будет либо визуальная, либо аудиальная, либо кинестетическая, либо все вместе. И вы можете все равно подтягивать вот эти сенсорные каналы к подключению этой задачи. Я после расставания не могла рисовать 2 года. Печально, но, скорее всего, не могла и не хотела. Здесь, вот смотрите, между этими словами 2 большие разницы. Вот смотрите, что, скорее всего, происходило? Вы расстались, вы переживали, и вы испытывали неприятные ощущения, и уровень энергии был низкий. Да, то есть эмоция была неприятная,
даже не эмоция, а чувство, да, скорее всего. Ну, что такое чувство? Это длинная эмоция. Эмоция происходит быстро, в момент, длится очень коротко, 10-12 секунд максимум, как говорят исследователи. А чувство — это то, что мы уже испытываем. Оно не такое сильное по интенсивности, но продолжительно во времени. Так вот, когда вы говорите, что вы 2 года не могли после расставания рисовать, уровень энергии, скорее всего, был низкий, и ощущения были неприятные. Я сейчас фантазирую, скорее всего, это правда. И, конечно же, в этом состоянии о каком-то творчестве говорить не имеет речи. Но как только вы научились испытывать радость, когда вы научились испытывать восторг, вот эти эмоции помогают в творчестве. Надеюсь, ответили. Дратути. Как можно удержать или быть дольше в ресурсном состоянии? Чтобы удержать ресурсное состояние, нужно понять, как вы в него входите, и понять, как вы из него выходите. Что именно вам мешает удерживаться в ресурсном состоянии, и что вас оттуда выводит, да? Что вас оттуда выбивает, к примеру. Это какие-то слова, это какие-то мысли, может быть, физическая усталость. Да? Вы же поймите, что мы люди живые, я во всяком случае живой, и не строю из себя там какого-то терминатора, да, я могу испытывать любую эмоцию, точно так же и вы. То есть эмоции, они у нас идут как бы по такому, по такой синусоиде, да, поправьте меня, если я не прав. То есть одна эмоция перетекает в другую, состояние одно перетекает в другое, и нужно понимать, что ресурсное состояние, оно тоже у вас каким-то способом, каким-то определенным алгоритмом создается. И как вы его создаете, это ваш секрет. Я не могу вам сказать. И как вы из него выходите. Но вам нужно просто поосознавать. Да? Поосознавать на уровне, допустим, субмодальности. Поизучайте тему субмодальности, это наши внутренние представления. Они тоже очень сильно влияют. Так, следующий вопрос. Обязательно ли для импринтинга находить самую первую травмирующую ситуацию? Ну, смотрите, техника реимпринтинга, в чем основная особенность ее и отличие от техники изменения личностной истории? Тем, что мы здесь ищем импринт. Импринт — это, нужно понимать, что такое импринт. Импринт — это запечатление, которое лежит у нас в детстве. Оно лежит у нас в детстве, потому что период импринтинга, у ученых разные данные, принято считать, что от 0 где-то до 5-6 лет у нас идет период импринтинга у человека. У животных, у разных там разный период импринтинга. Там у уточки первые сутки, к примеру, там, я сейчас могу ошибаться, просто там у котенка, не знаю, первый месяц, к примеру, условно. А у человека где-то до 5-6 лет идет импринтинг. То есть, если мы делаем реимпринтинг, то мы ищем импринт, а импринт всегда лежит в детстве. Импринт — это такое запечатление. Если вам, скорее всего, вы задаете этот вопрос, потому что, скорее всего, вы просто знаете, что что-то есть там в детстве, но вы как будто не можете его нащупать. Такое тоже бывает, и в этом случае нам помогает транс. Когда работают уже бессознательные процессы, когда вы ответы и какие-то интерпретации получаете уже от своего бессознательного. Поэтому да, если мы делаем технику реимпринтинга, нужно находить первую. Если мы делаем технику изменения личностной истории, то мы находим чаще всего тоже первую, но не обязательно нам уходить в детство и искать прям импринт, потому что его может не быть. Это может быть просто якорь такой мощный, который случился, но он может быть и не в детстве. Так, класс, спасибо. Беру механизмы управления себе в опыт. Супер. Спасибо, Юрий, за ответ. Да, ребят, спасибо за вопросы. Я буду очень рад, если вы, вне зависимости от того, смотрите вы прямой эфир вживую, либо вы смотрите в записи, будете оставлять комментарии прям с конкретными вопросами, потому что на этом живом канале мы строим контент-план, исходя из ваших вопросов. Если вопросов нету, то и контент, соответственно, выходить не будет. Поэтому давайте будем друг другу помогать и
это полезно и вам формулировать свои вопросы, потому что очень часто даже в комментариях люди находят разрешение своих вопросов. Вот как у нас тут был пример. Что делать, если есть ощущение тумана? Как прояснить сознание, вернуть осознание здесь и сейчас? И тут мы позадавали уточняющие вопросы, и человек получил ответ прямо в комментариях. Поэтому очень вас прошу, пишите комментарии и задавайте вопросы. Можете просто писать: Юрий, было бы хорошо, чтобы вы сделали эфир на такую-то тему. Если Юрий в этой теме компетентен, то он обязательно сделает эфир на эту тему. Это моя просьба. Поставьте плюсики, кто услышал эту просьбу. Также, что требуется нашему новому живому каналу? Нашему новому живому каналу необходимы лайки. Нашему новому живому каналу необходимы люди, которые тоже его будут смотреть. Если вы знаете людей, которым та информация, которую даю я, может оказаться полезной, пожалуйста, делитесь этими прямыми эфирами. Прям не обязательно у себя там на стенах в соцсетях постите, а просто там ссылкой, не знаю, в WhatsApp, в Телеграме. Сбрасывайте, это тоже будет расширять не только аудиторию канала, но и в целом аудиторию осознанных людей на всей планете, за что я вам искренне благодарен. Ну и в конце концов, я призываю вас, если вы считаете, что та информация, которую я вам даю, вам актуально и полезно, оставляйте донаты. Ссылка на сервис донатов есть в описании. Это тоже очень бодрит и радует. Так, очень хорошее объяснение про ценности и эмоции. Спасибо. Дигитал. А кто это? Дигитал — это тот, у кого предпочтительная репрезентативная система аналоговая, да, цифровая. Дигитальная ее еще называют. Это когда человек, ну скажем, разговаривает с собой внутренним голосом и имеет очень такую жесткую структуру, да, он как будто бы видит у себя в голове прям цифры, текст. Вот кто такой дигитал. Да, то есть смотрите, давайте простое слово возьмем: яблоко. Вот я говорю, представьте яблоко. Вы представляете яблоко. Аудиал представит яблоко своим определенным способом. Он сначала, может быть, услышит хруст или стук падающего яблока, а потом, к примеру, увидит картинку его. Допустим, кинестетик постарается его ощутить или почувствовать запах, а визуал сразу представит картинку. А вот дигитал, у него просто будет слово яблоко. Скорее всего, внутренним голосом он его произнесет. Вот так. Импринт, гештальт, незаконченная ситуация. Нет, импринт — это не незаконченная ситуация. Импринт — это запечатление. Импринт — это... Смотрите, импринтинг — это способ вообще обучения. Мы так учимся. Мы учимся реакциям, тем же эмоциям, кстати говоря. В вашей жизни происходило какое-то событие в детстве, и оно запечатлилось. Допустим, вы шли по улице, подскользнулись, упали, сломали ногу. Вам было 5 лет. Скорее всего, в будущем вы будете опасаться скользких участков, будете обходить стороной какие-то пространства, где потенциально можно подскользнуться. Вот это импринт. Да? В раннем возрасте что-то произошло. В раннем возрасте, смотрите, импринты не обязательно все прорабатывать. То есть вот на примере того, там ребенок подскользнулся, упал, он научился, у него запечатлилось. Ага, там, где лед, там, где скользко, может привести к боли, там, к перелому чего-нибудь, к примеру, да, на этом примере. И здесь у него на всю жизнь уже отложилась вот эта ассоциация. Иногда импринты полезно прорабатывать, потому что они бывают нересурсные. Ну или, допустим, там очень много импринтов связано с ложью. Ну, к примеру, там родители встраивают ребенку ценность и говорят ему всегда: говори правду, говори правду, говори правду, говори правду. И он там, не знаю, в детском садике что-нибудь сделал, там, не знаю, сломал что-нибудь.
приходит домой, говорит правду, а ему за эту правду вваливают люлей. И у него запечатляется на уровне какого-то понимания психотравма, что если я говорю правду, то меня за это наказывают. И человек потенциально становится лгуном, если в раннем детстве с ним такое произошло. У него связывается такая ассоциация, что правда равно боль. И он даже во взрослой жизни может сам не осознавать, почему он врет. Ему может и причины не быть врать, но он может это делать. Вот такая история с импринтами. А то, что вы говорите гештальт, в НЛП есть модель Тоут. У нас есть открытые и закрытые тоуты. Как усталость влияет на проработки? Смотрите, ребят, это зависит от того, смотря какие проработки. Если вы работаете с бессознательным, с гипнозом, с трансом, то усталость очень позитивно работает на это, потому что когда человек усталый, у него меньше сил на сопротивление. Да? Если вы психолог или ходили к психологу, иногда бывает, знаете, такое, мы называем психологи это сопротивлением, когда человек не хочет идти в работу, либо не хочет открываться, сопротивление. И порой это сопротивление тяжело побороть. Вот усталость как раз-таки способствует тому, чтобы преодолевать это сопротивление. Для трансовых гипнотических техник вообще усталость самое то. Не будет у человека времени, возможности, желания сопротивляться позитивным изменениям. Хочу сказать спасибо вам за рекомендации и помощь в эфире от 7 апреля. Как помочь сыну настроиться к операции по коррекции зрения. Благодарю, Юрий, очень помогли нашей семье. Вот и вам спасибо. Вот это классная обратная связь. Вот это очень приятно. Спасибо, что делитесь. Это очень круто. Дигиталы, наверное, люди без эмоций, с ними тяжело в жизни. Это вообще не зависит от этого. Это только лишь способ воспроизведения и переработки информации. Не зависит. Смотрите, наши репрезентативные системы — это привычки. Кто-то привык вспоминать яблоко через образ яблока, кто-то привык вспоминать яблоко через ощущение, кто-то привык вспоминать яблоко через слово яблоко, кто-то привык вспоминать яблоко через звуки яблока. И от этого не зависит, испытывает человек эмоции, не испытывает человек эмоции. И от предпочтительной репрезентативной системы не зависит в нашей жизни ничего, кроме того, как мы воспринимаем информацию. Вот все. Больше ничего не зависит. От этого не зависят ни эмоции, ни выбор профессии, ни профессиональные качества и так далее, и так далее, и так далее. Вот просто уясните себе, что эти вещи, они вообще друг с другом не связаны. Хорошо, мои дорогие, давайте еще поотвечаю на ваши вопросы. Мы так сегодня бодренько и активненько общаемся, работаем. Какие актуальные есть у вас вопросы на данный момент времени? Буду очень рад. Пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, делитесь этими трансляциями со своими друзьями, тем, кто, по вашему мнению, посчитает данные трансляции полезными. Ставьте обязательно лайки и обязательно пишите потом в комментариях будущие темы. Очень хороший будет способ начать сообщение такой. Напишите: Юрий, было бы хорошо, чтобы вы сделали эфир про и дальше то, что вам актуально. Это прям очень важно. Прям очень-очень важно. И также не забывайте оставлять свои донаты, если вы считаете, что то, что я делаю, полезным. Хорошо. Я слышал, что из-за усталости не получится сделать регрессию. А я видел, что на заборе написано еще что-то. Вы знаете,
Если бы, да кабы. Я считаю, что нужно все проверять. А в моем опыте, если человек приходит уставший, и я чаще с ним работаю с помощью гипнотических техник, потому что, во-первых, во время гипнотической техники человек отдыхает, а во-вторых, он меньше сопротивляется, его легче, по-простому заболтать и погрузить в транс. Вопрос, о какой регрессии идет речь? А можно сегодня технику якорь от вас услышать? Я не знаю, что такое техника якорь. В НЛП есть техника коллапса якорей, цепочка якорей. Есть просто процесс якорения. Что именно из этого вы хотите услышать? Вы хотите вообще понимать процесс, как это происходит, либо вы хотите прям какую-то конкретную технику. Технику якорь я не знаю. Есть коллапс якорей, есть смешивание якорей, есть цепочка якорей и так далее. Как понять себя, что мне нужно и хочется в жизни? Как почувствовать себя? Все очень просто. Скорее всего, если вы задаете такой вопрос, то у вас в голове большая каша. Большая каша заключается не в том, что у вас с вами что-то не в порядке, а в том, что у вас очень-очень много идей, стремлений, начинаний и все такое. Здесь есть два способа. Начало этих способов очень простое. Вам нужно всю эту кашу выписать на бумагу, желательно на разные листы. Возьмите такие, знаете, есть маленькие стикеры, которые, вот у меня даже такие есть. Сейчас вам покажу. Вот, как работать с кашей. Техника, как работать с кашей в голове. Вот такие, наверняка вы их знаете. И просто все возможные направления вашей деятельности вы записываете на отдельный листок, только почерком красивым, чтобы вы могли их потом прочитать. Этих листочков будет очень много. 20, 30, 40, может быть 100. Обычно 20-30 это такая нормальная цифра. Когда вы их все выпишете, что вы можете делать? Первый способ. После того, как составлен список желаний, целей и устремлений, и вообще, чем бы я потенциально мог или могла заниматься, вы садитесь на полу или на столе, или за столом. Смотрите на эти все бумажки и охреневаете. Какая у вас бурная фантазия. Жизнь вам показывает, что всем одновременно заниматься не получается. Тогда что нужно делать? Тогда нужно представить, что приходит волшебник и говорит: вот у тебя 30 бумажек, отдай мне половину. Отдай мне половину, которой ты точно уже заниматься не будешь. Вот как только ты мне передаешь эту бумажку, волшебник говорит, что он накладывает на вас какое-то состояние, что вот все, в этой жизни вы больше этим никогда заниматься не будете. Сначала половину отдайте, а потом по одной. Приходит волшебник еще раз и говорит: так, остается 15. Отдай еще одну. И этим ты уже никогда заниматься не будешь. Это напряжное такое упражнение. Потом еще одну говорит: остается 14. Потом остается 13. И то, что он у вас забирает, представляете, что вы уже этим никогда заниматься не будете. Таким образом, вы сужаете рамку, и у вас остается 1, 2, 3 дела, которым вы реально будете заниматься. Это не значит, что вы не будете заниматься теми делами, которые у вас уже забрали. Это значит, что вы смоделировали ситуацию таким образом, как будто бы вам поставили рамку, запрет. И вы оставили, допустим, 3-4 бумажки, 3-4 дела, которые соответствуют вашими ценностями. Почему так происходит? Потому что когда вы отдавали эти бумажки с вашими делами, вы их, сами того не понимая, распределяли в соответствии с вашими ценностями. И вот те, которые вы оставили, это значит то, что вы их не смогли отдать, оторвать от себя. Это, скорее всего, то, в чем у вас будет хорошо получаться, даже если на первый взгляд так не кажется. Потому что те вещи, которые вы таким методом исключения оставили, они напрямую завязаны с вашими ценностями.
Следующий способ, второй способ. Второй способ заключается в том, что когда у вас есть вот этот список всех вещей, которые вы можете делать, могли бы делать, вам нужно просто тупо составить из них список последовательный и все эти вещи перепробовать. Какие-то вещи вам будут сразу не нравиться, а какие-то вещи вас затянут. Да, тут таким экспериментальным путем достигается вот это понимание. Оно по жизни так, в принципе. Но работа со стикерами вам просто поможет ускорить этот процесс. Самое главное в этой работе, в первую очередь, достать это все из своей головы, когда вы не будете это все держать у себя в голове. Надеюсь, помог, Наталья. Добрый вечер, добрый вечер. Реимпринтинг требует энергию. Хороший вопрос. А что у нас не требует энергию? Я вот веду прямой эфир. Он от меня, наверное, требует какой-то энергии. Да, водичку он пью, чтобы рот открывать и говорить. Все требует энергии. Иногда люди после реимпринтинга бывают очень уставшие. Ну, потому что это большая такая психологическая работа. Недавно присоединилась, очень полезный эфир, обязательно посмотрю сначала. Супер, спасибо. Возрастная регрессия. Угу. Да, все получится. Еще и лучше получится. Процесс якорения, я понял. Усталость не в том смысле, что утомился после работы, а когда психика и организм истощены. Когда психика и организм истощены, тогда нужно съесть конфетку и поспать. Когда астеническое депрессивное состояние. Ну да, тогда нужно сначала отдохнуть, а потом уже делать техники. Процесс якорения. Что же это за процесс такой? Рассказать? Поставьте плюсики, если кто-то хочет, чтобы я рассказал в очередной раз, не знаю уже какой, про процесс якорения. Кстати, мои дорогие, оставляйте донаты. Донаты помогают развиваться, делать контент, ну и меня подогревают. Потому что сейчас с монетизацией на YouTube стало все очень грустно, поэтому ваши донаты очень помогают хотя бы оплачивать те сервисы, которые позволяют делать эти трансляции. Жду ваших плюсиков. Если получу достаточное количество плюсиков, расскажу с самого начала подробно про процесс якорения. Надеюсь, что за вашими плюсиками последуют и донатики. Хорошо. 1 плюсик. 3 плюсика. Сеймур. Сразу 3 плюсика поставил. Супер. Пять плюсиков. Браво, Юрий, спасибо, отличные рекомендации, обязательно постараюсь использовать. Ну вот смотрите, вот в вашем ответе уже нету конкретики. Я обязательно постараюсь использовать. Вы или это будете делать, или не будете. Да, вам вот это я постараюсь, потом это то же самое, что никогда. Вот возьмите прям после эфира, сядьте и сделайте это. Потому что если в течение суток вы это не сделаете, вы это уже не сделаете никогда. Так, пошли плюсики, супер. Хорошо. Процесс якорения. Вспоминаем академика Павлова, который изучал условные рефлексы. Вот якорение, это по большому счету, это создание такого условного рефлекса. Сейчас объясню, что это значит. Что делал Павлов? Он брал собачку и давал ей еду. Когда собачка видит еду, у нее начинает течь слюна. В этот момент, когда у собачки на еду течет слюна, Павлов звонил в колокольчик, либо включал лампочку. Ну, суть не в этом. Суть в том, что подавал еще какой-то параллельный сигнал. И так делал много раз. Давал еду, у собачки текла слюна, зажигалась лампочка, либо звонил колокольчик. И повторялось это очень много раз. Что он заметил? В следующий раз, когда он уже не дал еду, не принес собачке еду, но позвонил в колокольчик, либо зажег лампочку, слюна потекла. Что произошло? Он сформировал
условный рефлекс для собачки. То есть, по большому счету, еды уже нет, а лампочка заставляет у собаки течь слюну. То же самое происходит у нас. То же самое происходит у нас, но еще, наверное, более глубоко и более сложно. И здесь, опять же, мы будем говорить про эмоции, потому что это очень сильно связано с эмоциями. Что такое процесс якорения? Вот как создается условный рефлекс, я вам рассказал, да, на примере собачек Павлова. То же самое происходит с нами. Давайте проведем небольшой эксперимент. Вот смотрите, сейчас весна, но еще не во всех городах расцвела сирень. И попробуйте сейчас так сделать глубокий вдох и ощутить запах сирени. Так, прям вспомните его, как он пахнет. И когда вы нюхаете этот воображаемый, напоминаю, воображаемый запах сирени, понаблюдайте за собой, что меняется с вашим состоянием и что вам параллельно еще вспоминается. И напишите. Напишите, вот, почувствовал запах или почувствовала запах сирени, состояние изменилось на такое-то, почувствовала то-то, то-то, вспомнила то-то, то-то, или вспомнил то-то, то-то. Не понимаю, что такое донаты. Донаты — это пожертвования. Вы можете открыть описание к этому эфиру и перейти на сервис донатов и оставить любую сумму, которую вы считаете нужной, оставить за этот прямой эфир. Там вы еще можете написать какое-нибудь сообщение, оно, кстати, появится на экране. Вот что такое донатики. Но я жду ваших ответов по поводу запаха сирени. Вспоминаем. Делаем вдох, вспоминаем запах сирени и какие картинки, какие ощущения, как меняется ваше состояние. Хочу, чтобы вы написали сейчас. В описании к видео есть такая строчка «Поддержать развитие канала». Там есть ссылка, вы по ней переходите и можете оставить любую сумму, если у вас есть такое желание. Это важно. Сейчас это прям важно для меня. Несмотря на то, что я все равно буду продолжать делать то, что я буду делать, но с вашими пожертвованиями и донатами мне это будет делать намного легче. Хотя бы в том плане, что мне нужно будет делать меньше других дел, а больше создавать вам контента. Так, состояние ощущения чего-то нового после запаха сирени. Хорошо. А какие-нибудь ассоциации пришли? Может быть, вам что-то вспомнилось, может быть, вы увидели эту сирень. Я хочу, чтобы остальные тоже написали. Напоминаю, что сейчас я рассказываю про процесс якорения. Мы сейчас проводим эксперимент. Следственный эксперимент на НЛП-эфире с Юрием Пузыревским. Мы часто делаем эксперименты. Ребят, жду ваших комментариев. Весенний, теплый, солнечный день. Евгений, отлично. Состояние стало романтичным и вспомнила школьные экзамены. Да, у многих такая ассоциация. Сейчас я, когда остальные напишут, расскажу, что с вами происходило. Что с вами происходило, как работает процесс якорения. Вот смотрите. Начну вот с комментария Натальи. Состояние стало романтичным и вспомнила про школьные экзамены. Почему именно это? Почему именно это? Вот если Наталье задать вопрос, почему именно это, она, наверное, не найдет такого быстрого логичного ответа. А сейчас я вам с точки зрения якорения объясню, что произошло. С точки зрения якорения, как у нас происходит якорение? Давайте сейчас чуть-чуть теории и дальше объяснение пойдет. Когда мы испытываем какое-то состояние, состояние — это эмоции, чувства, общее состояние наше. И когда оно находится на пике, происходит запечатление. Запечатление с помощью какого-то сигнала. То есть, что может быть якорем? Якорь может быть визуальный, аудиальный, либо кинестетический, либо смешанный. Визуальный. Мы что-то видели. Аудиальный.
был какой-то звук, кинестетически было какое-то прикосновение, либо смешанный было все вместе. Объясняю дальше. На примере Натальи. Состояние романтичное. Скорее всего, Натальи, когда цвела сирень, может быть, у нее были какие-то отношения романтические, кто-то ей делал много комплиментов, может быть, за ней там кто-то много бегал. Либо вспомнила школьные экзамены. Школьные экзамены обычно происходят весной, именно когда цветет сирень. Там выпускные и все такое. Мы тоже там испытываем какое-то определенное состояние. На пике мы его испытываем. И вот именно запах сирени для нас является вот этим якорем, спусковым крючком. И вот сейчас, когда я попросил вас воспроизвести этот запах, когда вы воспроизвели этот запах, пошло меняться состояние. То есть вот, если в примере с собачкой Павлова была лампочка и слюна, то в примере с Натальей запах сирени и состояние романтики, весны или состояние сдачи экзаменов. Вот так это работает. То есть мы испытываем какое-то пиковое состояние, и у нас связывается какая-то ассоциация либо с каким-то визуальным ключом, триггером, либо аудиальным, либо кинестетическим, да, прикосновение, либо все вместе. Дальше. Вспомнилось детство, садик. Вот у Анастасии, скорее всего, было какое-то приятное ощущение в детстве, где она помнит себя ребенком, может быть, даже счастливым ребенком. И у нее якорем, который называется запах сирени, вызывает вот эти ассоциации. Вспомнила наш сад возле дома моего детства. Там сирень росла. Вот. У Нади, вот когда Надя вспоминает сад и свой дом, там, скорее всего, были какие-то яркие, приятные ощущения и воспоминания. Так вот, запах сирени является якорем для, допустим, Нади. И запах сирени у нее вызывает вот это вот состояние. Надеюсь, понятно объясняю. Давайте еще один эксперимент. Вспомните, я все с запахами. Давайте еще один пример с запахами. Запах спичек паленых. Знаете, когда спички зажигаешь в кухне или где угодно, от серы такой бывает запах. Я прямо сейчас не буду его характеризовать, я просто попробуйте вспомнить этот запах от спичек и расскажите ваши ассоциации. Музыка и аромат для меня самые сильные якоря. На самом деле для вас это так, но для разных людей все по-разному, и они у нас очень сильно работают. Визуальных якорей тоже очень много. Интересных. Я вам сейчас расскажу один пример из моей жизни, который вам тоже прояснит. А пока вспомните запах сжженных спичек и напишите свои ощущения. Так вот, мои дорогие, пока вы пишете, этим процессом, кроме того, что этот процесс постоянно происходит, постоянно, каждую секунду, каждую минуту он происходит, когда мы испытываем пик состояния, у нас происходит какое-то запечатление. Мы еще этим процессом можем управлять. Управлять как применимо к себе, так и применимо к другим людям. Как мы можем управлять этим применимо к себе? Проще всего это делать через кинестетические якоря. Это через прикосновение. Единственное, что кинестетический якорь, он должен быть установлен не на ладошке и не на пятке, потому что мы этими местами часто прикасаемся к каким-то поверхностям. Ну, допустим, вот на внешней стороне предплечья мы можем устанавливать себе якорь. Как это можно сделать? Ну, допустим, я чувствую себя в очень ресурсном состоянии, счастливым, довольным собой. Вот я испытываю это состояние, я ничего не делал, да, у меня там что-то получилось, и вот я чувствую это состояние. Я беру, запоминаю это место и ставлю сам себе якорь. Вот таким образом. Вот. Все. Состояние начинает спадать, мы якорь убираем. И
Потом, для того, чтобы мне вернуть это состояние, мне нужно будет просто лишь дотронуться до этого места с тем же усилием. И состояние вернется. То есть мы установили себе якорь, установили себе стимул, который соответствует определенному состоянию. То же самое бывает с аудиальными якорями. У вас что-то получилось, у вас было классное, прекрасное настроение, играла какая-то классная музыка или не классная, любая музыка, какая-то определенная мелодия, оно у вас заякорилось. И с тех пор эта музыка будет у вас вызывать то же самое состояние. То же самое с нересурсными всякими вещами. Вы могли идти уставшие, разбитые, убитые и услышали какую-то мелодию. Либо увидели чье-то лицо, и оно у вас заякорилось. Очень часто в семейных отношениях такое бывает. Муж приходит домой с работы, по работе у него там что-то не получается, он такой весь злой, напряженный, и в этот момент ему попадается кто? Лицо жены. И если он испытывал в этот момент пик состояния, то вполне себе вероятно, что лицо жены для него будет визуальным якорем на нересурсное состояние. И что получается? На завтра он уходит на работу, там уже все разрешилось, и уже домой приходит веселый, видит лицо жены, и у него настроение, состояние падает. Такое тоже может быть. Так. Запах спичек ассоциируется с разжигаемым чайником на плите и радости, что сейчас кушать будем. Вот. От спичек детства, детские шалости, строгие запреты и наказы родителей. Так. Вот отлично. Видите, это та же самая ассоциация. Ребят, кто задавал вопрос про якоря? Стало понятно, как это происходит? Я сейчас напоминаю, что я описываю процесс. Как мы можем с этим быть? Самый простой способ — это просто себе якорить ресурсные состояния. Опять же, вы можете их... Почему я говорю, что можно использовать кинестетический якорь? Потому что это самый быстрый и доступный способ для себя. Вот, допустим, чтобы заякорить ресурсное состояние с помощью аудиального якоря, вам нужно какой-то определенный сигнал себе воспроизвести. Как вы это будете делать? Вы это будете, не знаю, включать на телефоне какую-то мелодию. Пока вы будете включать мелодию, ваше состояние уже пройдет. И вы можете заякорить там уже, или вообще не заякорить, или падающее состояние. Либо там вы испытываете ресурсное состояние и визуальный якорь. Вам нужно что-то увидеть, да, определенное. Тоже неудобно. Но, несмотря на то, это то же самое происходит. Поэтому, пользуйтесь. Проще всего использовать это, напоминаю еще раз. Чувствуете себя хорошо, классно, уверенно, в какую-то определенную точку ставьте якорь. Если смотрели выступление Тони Роббинса, он постоянно, когда выступает, он бьет себя в грудь, прям делает вот так. У него там уже якорь стоит мощный, он за 20 с лишним лет своих выступлений, когда чувствовал себя на пике, ставил сюда себе вот этот якорь. Вот. И дальше во время выступления, когда ему нужно ввести себя в состояние, он просто касается. Обратите внимание, у него лапы такие большие, и он вот так вот делает себя. Так. Он якорит себя и воспроизводит потом, соответственно. Ну что, друзья, ответил про якорение. Дайте обратную связь. Надеюсь, стало более-менее понятно. Ну а дальше идут уже, смотрите. Есть детали. Посмотрите на нашем основном канале технику коллапс якорей. Там есть и теория, и практика. Там вы прям наглядно, где я закреплю. Давайте буду писать. В закрепленном комментарии техника коллапс якорей. Подкреплю после окончания эфира в закрепленном комментарии несколько ссылок на видео, там демонстрации есть. Сирена скорая, отличный якорь. Да. Отличным якорем может быть все, что угодно. Важно то, что какую ассоциацию это у вас вызывает. Подкреплю еще видео с техникой реимпринтинга. Там я рассказываю, и что это такое, и что такое психотравма.
Тоже разберетесь. Был у нас сегодня такой вопросик. Тоже разберетесь. Был у нас такой сегодня вопросик. Хорошо. Ну что, друзья, давайте еще пару вопросов. Напоминаю, что вы можете поддерживать наши трансляции с помощью донатов, либо пожертвований. Ссылка есть в описании. Обязательно делитесь этими трансляциями с теми людьми, кому вы считаете, они могут быть полезными и оказать помощь. Прямые эфиры у нас выходят по четвергам в 20:30, запланированные. Вы можете под любым видео на этом канале писать свой вопрос, либо тему, на которую вы бы хотели следующих прямых эфиров. Можно начинать фразу так: Юрий, было бы хорошо вот на такую-то тему, чтобы вы провели эфир. И будем, если эта тема в зоне моих знаний, в зоне моей компетенции, будем проводить на ваши темы. К чему я вас настоятельно и призываю. Давайте еще какое-то время пообщаемся, может быть. Если вопросы будут, то еще минут 15 мы можем поработать. Если вопросов не будет, то будем завершать. Да, отлично, отлично. Хорошо, друзья, если вопросов нету, напишите, из какого города вы нас смотрите. Тоже важно понимать нашу географию. И напишите город и поставьте оценку этому прямому эфиру по шкале от 1 до 10, где 1 это минимальная оценка, а 10 это вот мое время было потрачено с пользой. Напишите ваш город и оцените качество этого контента по шкале от 1 до 10. Краснодар, Красноярск. И на этом все закончилось. 8, 10. Алекс, что вам не хватило? Для меня сегодня был очень полезный эфир. Благодарю вас. Супер, спасибо. Алекс, чего вам не хватило? Мы разбирали неинтересные темы, либо я на ваш вопрос не ответил. Может быть, я что-то пропустил. Напишите. Красноярский край 10, спасибо. Йошкар-Ола, 10. Супер. Нью-Йорк 10. Хорошо. Можете также написать ваши рекомендации. Что я могу сделать, чтобы вам было еще более кайфово, более приятно, более интересно. Дайте мне обратную связь. Мне тоже, как автору, нужно это знать. Что бы вы хотели улучшить на следующих прямых трансляциях? Может, хотите, чтобы я вам танцевал? Хотите, чтобы была музыка? Жду ваших рекомендаций. Если вопросов на данный момент нету, подожду ваших рекомендаций и будем на этом завершать. Сколько мы уже сегодня в эфире? О, 1:20. Отлично. Я думаю, больше и не надо. Подожду вашей обратной связи. Мне, как любому автору, она нужна. Напоминаю, что следующий прямой эфир у нас пройдет в следующий четверг в 20:30. Также будут незапланированные прямые эфиры. Вы можете писать свои вопросы и темы к следующим эфирам в комментариях после того, как эта трансляция закончится. Заходите на наш основной канал Юрий Пузыревский, НЛП тренер. Там тоже выходят новые выпуски. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Все норм. Вот смотрите, оценка норм мне не очень нравится.
Отлично, это вот отлично. А норм это как бы нормально, это значит никак. В пределах нормы. Не хорошо и не плохо. Но тоже приятно. Хорошо. Если вы больше ничего не задаете мне сегодня, то на этом будем завершать. Спасибо большое всем за внимание. Был рад всех видеть. Напоминаю, что все анонсы у нас в телеграм-канале. В описании к каждому видео и прямому эфиру есть ссылка и на телеграм-канал, и на чат со мной лично. Если вы хотите написать мне личное сообщение в телеграме, можете тоже найти ссылку на чат. Если вы хотите получать оповещения, обязательно подпишитесь в телеграм-канал, там я пощу все наши прямые эфиры. Отлично. Ну и если хотите поддержать развитие канала, оставляйте свои пожертвования по ссылке. Был очень рад вас видеть. До встречи в следующий четверг. Темы пока нету конкретной. Но, возможно, будет какой-то тематический эфир. Это будет зависеть от того, что вы напишете в комментариях после этого прямого эфира. Все хорошо, но внутренний критик говорит, что нужно стремиться к лучшему. Так это кому надо стремиться к лучшему? Вам стремиться к лучшему или ко мне? А если мне нужно стремиться к лучшему, то расскажите мне, что именно я мог бы улучшить. Мне это важно, действительно. Я здесь не троллю вас, а мне действительно важно. Если у вас есть какое-то видение, вы можете мне личное сообщение, вот Алекс Торо, личное сообщение мне в Телеграм напишите и расскажите. Мне действительно важно. Может быть, вы приведете какой-то пример, как можно делать лучше. Мне действительно это важно. Спасибо за ваши ответы, и вам спасибо. Алекс Торо. Либо напишите здесь, либо напишите мне в Телеграм, в личку. Но прямо сейчас мне дайте ответ, чтобы я не завершал трансляцию. Мне действительно это важно. Понятно, что совершенству нет предела. Вопрос в какую сторону. Я, опять же, повторюсь, я этот живой канал делаю так, чтобы он был построен, в принципе, на ваших запросах и ваших ожиданиях, а не потому, что мне там что-то хочется. Там то, что мне хочется, я делаю на основном канале. А здесь живое общение, и здесь больше, мне кажется, больше тепла и меньше расстояния между нами. На мой взгляд. Также, мои дорогие, пока Алекс Торо пишет, призываю вас ставить лайки, призываю вас делиться этой трансляцией и не забывайте подписываться на канал. У нас 3 канала. Вы знали, что у нас 3 канала? У нас вот этот канал живой, где мы общаемся только вживую, только в прямом эфире. Есть основной канал Юрий Пузыревский, NLP-тренер. Там NLP-техники и все, что с этим связано. И у нас есть еще экспертный канал, который посвящен коучингу. Это уже канал для экспертов. Либо если вы уже коуч, либо вы собираетесь стать коучем, можете еще зайти на этот канал. Абсолют ЛП 10. Спасибо. Очень классно, что именно живое общение. Ну, такой и есть замысел этого канала. Посмотрим, к чему этот замысел приведет. Я пока готов тратить время и энергию в этот новый проект. Хорошо, мои дорогие, если Алекс не пишет, надеюсь, он напишет мне в личку. Был рад всех видеть. Всем добра, берегите себя и до встречи в следующий четверг или даже раньше.